Всем привет! Сегодня на канале Моторный Лайф представляем город в Украине Желтые Воды Днепропетровской области. Находится на берегу реки Желтой у границы с Кировоградской областью. Долину Желтой реки с ее притоками, ивами, зарослями тростника в старину называли урочищем Желтые Воды. В некоторых местах река омывала выходы железной руды, а ярко-желтая краска, продукт окисления, окрашивала воду. Поэтому запорожские казаки назвали реку Желтой, а долину возле нее Желтыми Водами. Эта местность относилась к так называемому Дикому полю. Переправа на реке Желтой называлась Желтым Бродом. Здесь стояли казацкие зимовники, укрепленные для защиты от татар. Весной 1648 года в паре десятках километров от современных Желтых Вод Богдан Хмельницкий с крымскими союзниками разбил войско Речи Посполитой. Эта битва стала началом Украинско-Польской войны 1648-1657 годов. В конце 19 века в бассейне реки Желтой были обнаружены богатые залежи железных руд. В 1895 году начинается разработка рудника близ села Веселая Ивановка. Предприниматель Львов и инженер Боруцкий арендовали у жителей этого села 870 десятин земли. Впоследствии этот рудник стал собственностью горно-промышленного общества «Желтая река». Рядом с этими рудниками возник поселок Желтая река. На Весело-Ивановском руднике ежегодно добывали по 3,5 миллиона пудов железной руды. После завершения строительства Екатерининской железной дороги от поселка до железнодорожной станции Желтые Воды проложен железнодорожный путь длиной 10 верст. К тому времени добытую на рудниках руду гужевым транспортом доставляли на станцию Пичугино вблизи Кривого Рога. Количество работающих рабочих на рудниках менялось в зависимости от периода роста или кризиса в железорудной промышленности в целом. Так, на руднике Желтая река сначала насчитывалось около 200 рабочих. В 1901 году 60, но уже в 1904 около 1000. В 1912 году из-за сокращения спроса на руду количество работающих сократилось до 600. Однако в 1913 году вновь возросло и составило более 1000 работающих. В основном здесь работали сезонные рабочие, которые приезжали сюда из окрестных губерний. Рабочие проживали в земляных бараках. Для квалифицированных рабочих и их семей было построено несколько каменных домов. На рудниках был низкий уровень безопасности труда, что приводило к частым травмам рабочих. Из-за плохих жилищных условий, опасных условий труда в 1904-1907 годах на рудниках Желтая река и Копылово произошло несколько забастовок. В 1905 году открыта начальная школа, в которой учились дети служащих и некоторых работников завода, а также зажиточных крестьян близлежащих сел. Во время событий 1918-1920 годов рудники Желтой реки не работали. В 1920 году в поселке установлена советская власть. Возобновление работы рудников началось в 1924 году. Во время процесса индустриализации в Советском Союзе на руднике были построены механическая мастерская, паровозное депо, градирня, высоковольтная линия, 2 электроподстанции, компрессорная установка. В 1934 году введена в эксплуатацию новая шахта «Капитальная», одна из крупнейших на то время в Кривбасе. Добыча руды выросла до 726 тысяч тонн в 1940 году. В поселке были построены первые многоэтажные дома. В 1929 и 1932 годах открыты 2 больницы. Действовало 2 школы, клуб, библиотека.
На начало 1940-х годов в поселке насчитывалось уже 25 улиц, а проживало 6,5 тысяч человек. 28 октября 1934 года Желтая река получила статус поселка городского типа. Во время Второй мировой войны 13 августа 1941 года Желтая река была оккупирована немецкими войсками, а освобождена от оккупации войсками Степного фронта 20 октября 1943 года в ходе битвы за Днепр. В 1950 году на двух небольших рудниках в залежах магнитного железняка были найдены промышленные запасы урановых руд. В 1951 году для добычи уранового сырья в Желтой реке создан Восточный горно-обогатительный комбинат. А в 1957 году поселок городского типа Желтая река был переименован в город Желтые воды и закрыт как стратегический объект. Такой части удостаивались города с объектами национальной значимости, связанными с энергетикой, военной промышленностью или космическим сектором. После распада Советского Союза градообразующие предприятия в большинстве таких городов закрылись и люди стали уезжать. В 1957 году в Желтых водах был построен дворец культуры по проекту архитектора Александрова. Развитие промышленности повлекло увеличение численности населения города и развитие других сфер. В 1967 году в Желтых водах проживало 41 800 человек. Действовало 11 общеобразовательных школ, больница, поликлиника. А в 1978 году население города достигло 55 тысяч человек. Желтые воды – феномен закрытого города, функционирующего по другим правилам, в отличие от остальных в той же стране. Когда искусственно создается другой стиль жизни, когда нужно разрешение, чтобы приезжать в город и попасть на территорию любого госучреждения. А потом в один миг все меняется. Система рушится, город оказывается никому не нужен и с каждым годом меняет свой облик. От комфортного и продуманного до забытого, запущенного и разрушенного. Желтые воды Днепропетровской области жили в статусе закрытого города десятилетиями и подчинялись напрямую Москве, получая спецснабжение. Экономика, основанная на гонке вооружений, развалилась вместе с Советским Союзом. Цеха приборных заводов Желтых вод опустели. По ночам в начале 90-х фуры грузили станки и увозили в Россию. Однажды инвесторы из Германии предложили наладить в городе масштабный выпуск компьютеров и телевизоров. Но на сессии горсовета коммунисты дали последний бой. Костьми ляжем, а немцам своего не отдадим. Теперь здесь нет ни немцев, ни высокотехнологического производства, ни компартии. Сегодня местные говорят, что в городе нет и 30 тысяч человек. Большинство разъехалось, кто в Днепр, кто в Киев, кто в Европу, кто куда. За последние несколько лет здесь пришли в упадок и закрылись заводы, школы и больницы. Урановая столица Украины стала никому не нужным объектом заброшенных шахт, карьеров и рудников. Молодежь уезжает из города. Работы и перспектив нет, промышленности нет, много чего уже нет. Город существует только благодаря людям, которые его создают и пытаются менять. Очень трудно найти архивы про Желтые воды. К сожалению, большая часть архивов в Москве, так как город контролировался напрямую оттуда. Архивы, которые остались о Желтых водах, не имеют большой ценности. Складывается впечатление, что Желтые воды – типичная постиндустриальная зона. Серая, депрессивная и малопригодная для жизни. Бедность, разруха, безработица, необустроенность. Однако живут здесь позитивные, образованные, деятельные и самоироничные люди, спасающие Желтые воды от уныния и забвения. О том, как раскопали урановые руды в Желтых водах, бытует целая легенда.
Еще с казацких времен эти места называли провалем гиблым мисцем, и местные жители старались обходить стороной глубокие вырытые поверхностным и подземным стоком овраги. И тем не менее туда проложили тропу женщины. Ходили они не просто смотреть на провалля, а за белой глиной. Так в народе назывался каолин, говоря научным языком, продукт разрушения верхней трещиноватой части гранитов. Этой глиной белили хаты по всей Украине. Вошла в легенду и баба Ульяна, носившая из природного карьера не только глину, но и камни, которых на вскрытой поверхности гранитных пород было много, и сложила себе из них ограду. И надо же тому быть, как-то у нее остановились геологи. По всем признакам на украинском кристаллическом щите должна быть урановая руда. Ее и искали. Утром перед выходом на маршрут участники экспедиции проверяли свою аппаратуру и удивились, что приборы не работали. Причиной их неисправности оказались камни в ограде. Много с тех пор воды утекло. Сейчас на месте балки выработанный карьер, не подлежащий серьезной рекульвитации из-за своих огромных размеров. Какой-то неземной, почти мистический рельеф открывается взору у края карьера. Начиная с 1991 года добыча урановой руды в желтых водах законсервирована. Как объяснили представители администрации шахты, содержание урана в имеющейся здесь руде небольшое, и его разработка сегодня экономически невыгодна. Специфической особенностью города является то, что опасные в радиационном отношении объекты были заложены в основном в его пределах, а также в непосредственной близости и в полном объеме негативно влияли на его жителей. По своей структуре желтые воды город имеет прямоугольную планировку. Фактически город делится на три основные части. Восточная часть называется Старый город, самая старая часть города. Застроена в 1950-1960-х годах. Считается самым депрессивным районом. Много заброшенных домохозяйств, отсутствует базовая инфраструктура, торговли, сферы и услуг. Населена эта часть преимущественно пенсионерами. Средняя часть застроена в 1970-е и 1980-е годы. Здесь находится условный центр города. И западная часть застроена в 1980-е и 2000-е годы. Является типичным спальным районом. Возле города расположены заброшенные шахты, урановые рудники и карьеры, так называемая промышленная зона пригорода. На фото аварийная высотка, админздания бывшего завода «Электрон». Новейшие японские станки, просторные цеха, высокие зарплаты. Попасть на «Электрон» хотели многие. Город «Желтые воды» был в числе закрытых из-за таких стратегических предприятий, как «Электрон». В городе сохранился режим секретности. Даже гидрометаллургический завод, где перерабатывали уран, называли цех фосфатных удобрений. Рабочие на рудниках давали расписки, что не взболтнут лишнего. Чтобы воронки рудников окончательно не поглотило казацкое прошлое, в 1992 году в городском парке открыли монумент героям освободительной войны Богдану Хмельницкому и его соратникам. Огромный дворец культуры. Гордость желтоводцев. Тут был фонтан с писающим мальчиком и жабами, который уже не работает. Скульптур тоже нет.
Бывал в «Желтых водах» и легендарный Виктор Цой. Здесь он сыграл 2 акустических концерта на химкомбинате и в кинотеатре «Мир». Сегодня в мире вместо фильмов супермаркет. Вот такой он, город «Желтые воды» сегодня. А ведь некогда тут кипела и бурлила жизнь горнодобывающей отрасли. Добывался уран, велась серьезная трудовая жизнь.